Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько на канале не было обзоров на операционную систему Windows, и справляюсь. Сегодня у нас будет Windows 11, но не обычная версия, а именно версия с долгосрочным обслуживанием под названием LTC. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы быть в курсе всех событий из моей жизни, событий на канале. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Итак, как вы уже могли на заднем фоне заметить, у нас подгрузился установщик Windows. Обратите внимание на новый дизайн. Это новый установщик, который будет применен в Windows 11. Как вы знаете, в Vista, 7, 8 и 10 установщик Windows, когда вы загружаете с установочного носителя, имеет классический вистовский стиль. И Windows 11 наконец-таки его решили изменить. В одной из бета-сборок Windows 11 он как раз впервые и появился. Здесь у нас установка только на английском языке, но после установки системы мы обязательно выберем русский язык. Так, ищем здесь наш язык, вот он, русский, нажимаем на кнопку Next, здесь нажимаем на кнопочку Next. Так, обязательно ставим вот эту галочку, выбираем пункт Install Windows 11, нажимаем на кнопку Next, немножечко мы ждем, нас просят ввести ключ продукта, мы это делать пока не будем, и подождем, пока у нас будет подготовка. Чем-то это напоминает обновление с Windows 8 или 7 на 10. Вот. Итак, нужно выбрать редакции. Просто Enterprise LTC, IOT Enterprise LTC или точно такой же вариант, но по подписке. Но смотрите, какая тут особенность. Если мы выберем просто LTS, вот, просто нажмем на кнопку Next, то нас, к сожалению, не пустят в установку дальше, потому что не соблюдены минимальные требования. К сожалению, у меня только 1,5 гигабайта оперативной памяти я ей выделил, потому что если выделить все 4 гигабайта, то моя реальная система просто упадет. Поэтому сейчас мы должны вернуться на экран и выбрать другую версию Windows. Выбор другой редакции, к сожалению, привел к тому же сообщению, что компьютер не соответствует системным требованиям. Сейчас я нахожусь на другом экране. Почему? Потому что я использую старый добрый способ, который позволяет обойти проверку оперативной памяти. Поэтому здесь мы принимаем лицензионное соглашение и нужно подождать немножечко. Такой, кстати, классный инсталлятор. Честно, я даже рад, то, что Microsoft наконец-таки поменяли интерфейс установщика. Создаем здесь один раздел. Ну, наверное, создастся еще один раздел, то есть под загрузчик, под всякие дела. Так, выбираем вот этот третий раздел. Здесь нажимаем на кнопку Next. И мы готовы к установке. Установка Windows 11 Enterprise LTC. Нажимаем на кнопку Install и ждем, когда Windows 11 LTC установится на данную виртуальную машину. А пока оно устанавливается, я хочу вам напомнить, то что у меня помимо YouTube канала основного есть Play канал и Live канал. На Play канале я выпускаю игровые видеоролики, а на Live канале я снимаю различные влоги, и раньше я делал свои взломы телеканалов. Переходите по ссылкам в описании и обязательно подписывайтесь на мои Play и Live каналы. Буду вам признательно благодарен. И естественно не забывайте про другие социальные сети, все что в описании под видео. Там Discord сервер, Steam и другие социальные сети. Там же ссылки на донат, кому, как говорится, что необходимо, обращайтесь в описании под этим видео. Теперь нам нужно просто подождать, пока установка завершится полностью. Футскрин точно такой же, как и в обычной версии Windows 11. И нас встречает вот такой вот второй этап установки, который выглядит точно так же, как и в релизной версии Windows 11. Вы его могли видеть, если вы обновлялись уже из-под установленной операционной системой. Напомню, что обновиться до Windows 11 без потери настроек программы данных можно только с Windows 10. Теоретически можно и с Windows 8.1, но такое будет считаться как чистая установка, то есть ваши данные сохраняются, а вот программы нужно будет устанавливать заново. И да, как вы уже можете заметить, у нас установка идет полностью на английском языке, но после установки системы я покажу, как включить русский язык. И кстати, я сам пользовался Windows 11 на своем реальном ноутбуке в течение, по-моему, месяца или даже 2, но после этого я все-таки
все-таки решил откатиться обратно на Windows 10. Потому что, по моему мнению, Windows 10 она будет работать более стабильно и надежно, чем Windows 11. Конечно, у Windows 11 дизайн красивый и неплохой по сравнению с Windows 10, но Windows 10 все равно будет стабильнее лучше, чем 11. Это исключительно мое собственное мнение. И еще, к слову, я на канале уже делал обзор на первую версию Windows 11, на ту самую слитую сборку, которую слили 14 июня или, по-моему, 15 июня. Если вы этот ролик не видели, обязательно посмотрите его. Так, перезагрузился наш ПК, а это означает, что второй этап установки подошел к завершению. Скоро мы отправимся на заключительный этап установки операционной системы. Кстати, Windows 11 бутскрин был как Windows 10, ну кроме логотипа. И у нас уже 94%. Нас тут просят, пожалуйста, не выключайте компьютер. Компьютер перезагрузится через некоторое время. А точнее, компьютер будет перезагружен несколько раз. И самое что интересное, Windows 10 этот экран был синего цвета, то есть голубого, если точнее. А вот Windows 11 уже черного цвета. Так, появляется знаменитая надпись «Подождите» и вот эти самые кружочки, которые были в Windows 10. Ладно, дождемся появления экрана первоначальной настройки. И появляется у нас долгожданная первоначальная настройка. Анимация, к сожалению, подтормаживает, потому что виртуальная машина работает немного медленно, чем обычно. Но, пожалуйста, не удивляйтесь, это Intel Celeron 4000, только 2 ядра. Кстати, интересный факт. Первоначальная настройка в Windows 11 была взята из ныне отмененной операционной системы Windows 10X. Windows 10X это операционная система, рассчитанная на 2 экрана. И она должна была выйти, но в мае 2021 года Microsoft объявили о том, что они отменяют ее разработку в пользу Windows 11. Конечно, тут OOBE, так называемый, очень сильно изменен. Даже курсор, кстати, будет немножко тупить, к сожалению, это нормально. Да, это правильный регион, нажимаем кнопочку Yes. Так, оставим раскладку клавиатуры, которую нам предлагают по умолчанию, нажмем Yes. Но мы можем также добавить и другую раскладку. Давайте сюда добавим русскую раскладку. Так, ищем в этом списке русскую клавиатуру. Вот она, выбираем и нажимаем кнопочку Next. Нажимаем кнопку добавить раскладку клавиатуры. Да, к сожалению, не получается этот этап пройти, потому что здесь какой-то таймер, скорее всего, стоит. Но это тормоза моего реального процессора, поэтому, ладно, мы пропустим добавление второй раскладки клавиатуры и продолжим настройку операционной системы. Идет проверка наличия обновлений. Кстати, по поводу обновлений. Windows LTS обновляется раз где-то в 2 года. Это раньше так было. Сейчас она обновляется вроде раз в 5 лет. То есть у LTS есть 5 лет основной поддержки и 5 лет расширенной поддержки. LTS она будет поддерживаться очень долго. То есть если поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года, то поддержка Windows 10 LTSB закончится в 2026 году, а LTS версии в 2029 году. Это речь, если что, про Windows 10. Поддержка Windows 11 LTS, когда закончится, пока неизвестно, потому что данная система еще официально не вышла. Но компания Microsoft подтвердила ее выход где-то во второй половине 2024 года. И даже есть оригинальный лицензионный ключ. И у нас синий экран смерти. Гениально. Прямо во время первоначальной настройки. Появился тут у нас с вами интересный экран, почему мой ПК перезагрузился. И после перезагрузки система продолжала загружаться, появился экран «Подождите» с крутящими точками, но потом эти точки замерли и компьютер опять перезагрузился, при этом синего экрана не было. Так, давайте, наверное, нажмем кнопку Next. Мне хватило 4 синих экранов смерти в сборке Windows 98 EF, однако это была Windows 9X. Но 4 синих экрана это мой личный рекорд по их поимке. Если вы не видели обзор на Windows 98 EF, можете посмотреть его в правом верхнем углу по подсказочке. Этот ролик получился как ностальгическим в плане операционной системы, так и забавным, потому что 4 синих экрана это, извините, конечно, круто. В кавычках. Ого, как красиво точки зависли. Очень красиво это было. Фух.
Наконец-то появилась первоначальная настройка заново. Даже можете баг видеть, где черный квадрат Маревича, если так можно назвать его, справа. Все, проверка обновлений пропущена. Почему? Потому что я отключил интернет от виртуальной машины, потому что так нужно. Так, а далее должно появиться окно с сообщением о том, что компьютер к интернету не подключен. То есть нас попросят подключиться к интернету вынужденно. Видите, давайте мы вас подключим к интернету до завершения настройки. И если Windows 10 и в первых версиях Windows 11 можно было нажать вот здесь надпись «У меня нет подключения к интернету», то это сделать не получится. Прямо сейчас. Нет, стоп. Прошу прощения за ложную информацию. Эта надпись появилась. Adot Knife Internet. Она появилась. Просто в релизной Windows 11 оригинальной ее нету. Вот прямо от слова вообще. А тут можно все это сделать с коробки. И слава богу. Надеюсь, что в 11 LTS не будет точно такого же, как и Windows 11 Pro или Home. Вводим свое имя. Давайте просто напишем user и нажмем на кнопку Next. Так, параметры телеметрии или конвенциальности. Давайте мы все это, наверное, выключим, потому что это виртуальная машина. Эти параметры тут вообще не нужны. Просто все спокойно выключаем. No, везде ставим переключатель на No и нажимаем кнопку принять. Или же Accept. И после красивой плавной анимации у нас появляется снова надпись «Подождите». И те самые кружочки. Hi или же «Привет». Выполняется подготовка для вас. И та самая новая анимация. Та самая. Она прям выглядит неплохо, по моему мнению. И, кстати, шрифт этого текста тут изменен. Не выключайте ваш компьютер, это может занять несколько минут. Я просто немного интуитивно понимаю английский, но на самом деле я Windows 10 уже пользуюсь 4 года, и как бы Windows 11 некоторые вещи не отличаются от десятки, поэтому я даже в английской версии могу более-менее нормально ориентироваться. И, кстати, на высоком разрешении экрана эта анимация выглядит немножко по-другому. Но очень она плавно и красиво идет. Да, правда, все будет подтормаживать, но анимация идет более-менее плавно. И надпись почти готова. И, наконец-таки, мы попадаем на рабочий стол Windows 11 LTS. Вот он, меню пуск, тот самый. Он за последнее время очень сильно изменился. Сравниваю с первой версией Windows 11, которая утекла в сеть 15 июня 2021 года. Я на нее обзор, кстати, делал. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Итак, я пока ничего запускать сейчас не буду. Я пока закрою меню пуск, потому что мне надо установить сюда виртуальные драйвера, потому что виртуалка будет сейчас дико тупить, и нам и синего экрана уже хватило после этого. Поэтому... Ладно, пока там меню пуска пытается закрыться, я перехожу к установке виртуальных драйверов, и после их установки я продолжу обзор операционной системы. Мы также тут посмотрим, чего здесь нету по сравнению с обычной Windows 10, Windows 11 Pro или Home, и что тут, и чем они на самом деле отличаются. Я это все вам обязательно покажу и расскажу. Перед нами отобразилась вот такая вот интересная обоина. Это обоина из категории Windows интересная. Как вы видите, окна пока не имеют скругленных углов, потому что драйвера, естественно, нужные не стоят. И теперь все, ждем, когда установятся виртуальные драйвера. Все драйвера успешно у нас установились, теперь мы можем спокойно поменять разрешение экрана. До этого мы заходим в Display Settings и меняем разрешение экрана на то, которое соответствует моему монитору, но в данном случае экрану. Так, после того, как мы поменяли разрешение экрана, давайте я сразу же покажу, как включить русский язык. До этого переходим на вкладку Time и Language, переходим в раздел Язык и регион, нажимаем на кнопку Добавить язык, ищем в списке нужный нам язык. В данном случае это русский, можно просто написать в поиск по-английски Russian. Выбираем язык и нажимаем на кнопку Next. Немножечко подождем. И да, кстати, на всякий случай надо сделать одну важную штуку. Давайте подключим обратно интернет к виртуальной машине. Так, нажимаем здесь на кнопку Install. И нужно будет просто немножечко подождать, пока скачается сам русский язык. Видимо, пока язык не скачался. Да, все верно, нужно нажать на кнопку Download и скачать языковой пакет. Русская раскладка клавиатуры, как вы видите, уже добавлена. А пока скачивается языковой русский пакет, давайте мы зайдем в меню пуск. А почему здесь мало приложений? Да все очень просто. Windows 10 LTS и Windows 11 LTS практически ничего не установлено из UWP приложений.
Из UWP приложений только есть параметры, безопасность Windows и другие UWP инструменты. Остальные приложения тут практически отсутствуют. Есть только вот обычный калькулятор есть, также есть обычный блокнот и обычный Paint. Вот он у нас запустился обычный блокнот, как во всех версиях Windows. Старый добрый калькулятор. Paint здесь тоже стандартные версии, не UWP версии. В обычной версии Windows 11 калькулятор, блокнот и Paint имеют UWP версии по умолчанию. А вот в Windows 10 блокнот и Paint обычные имеют версии, то есть старые добрые Win32 версии. Версия 24H2. Именно эта версия и должна выйти в сентябре 2024 года. Речь идет, если что, про обычную версию Windows 11. И давайте мы подождем, пока все необходимое скачается. То есть скачаем полностью языковой пакет и его установим. Вот она пошла у нас закачка языкового пакета. Здесь, видимо, идет подготовка языкового пакета. Региональный формат мы можем пока спокойно поменять, попробовать. Но его в списке, а вот он в списке появился, выбираем его. И после того, как мы здесь поменяем региональный формат, здесь сказано, рекомендация перезапустить приложение, чтобы язык корректно установился. Да, кстати, я забыл сказать, что вместо приложения набросок на фрагмент экрана есть обычное приложение ножницы. И еще здесь полностью отсутствует Microsoft Store. И, кстати, если навести курсор мыши по вот этому ярлыку, то здесь мы можем увидеть описание картинки, которая только что установлена на фоне рабочего стола. Вот так выглядит описание данной картинки. Мне почему-то стало интересно, а сколько примерно места на жестком диске после установки занимает Windows 11 LTS? Открываем свойства нашего диска C и посмотрим, сколько же места примерно она занимает. После установки Windows 11 LTS занимает 18,5 гигабайт. Также на панели задач вот здесь должен был быть виджет с погодой и новостями. Но, к сожалению, он тут, естественно, отсутствует. Здесь еще отсутствует и помощник Cockpit, если он так называется правильно. И тут еще нету кнопки «Люди», то есть много чего в LTS-версии отсутствует. Вот они, виртуальные рабочие столы. О, наконец-таки уже продвинулась полоса загрузки, и уже тут написано «Initializing». То есть это означает то, что языковой пакет в инициализации, а значит уже скоро он будет установлен. Вот, что-то продвигается, языковой пакет теперь качается, вот он, написано загрузка. Вот, товарищ языковой пакет, мы вас с удовольствием ждем, поэтому можете грузиться быстрее, я только буду этому рад. Теперь пошла установка языкового пакета. Ого, так быстро уже установился, а его можно теперь, интересно, выбрать, да? Теперь выбираем здесь в списке русский язык. После того, как загрузился языковой пакет, мы выбираем в списке наш нужный язык. И далее нам нужно разлогиниться, чтобы язык вступил в силу. До этого нажимаем на кнопку Sign Out и разлогиниваемся. Интересно, а эти крутящие точки Windows 11 останутся или все-таки потом поменяют? Как вы думаете? Появился вот такой вот экран блокировки, теперь он выглядит вот так. Часы и дата теперь сверху, а не вот здесь в левом нижнем углу, как Windows 10. Можно было в правом нижнем углу заметить, что раскладка уже стоит русская. Правда, надпись Welcome все еще на английском. Ого, какой красивый серый фон. Прикольно. И как вы можете видеть, система полностью с нами разговаривает на русском языке. И вот так вот языковой пакет Windows и устанавливается. И даже формат даты и времени теперь полностью другой. Именно в том формате, в котором нам нужен. Русский язык успешно установился. Все на русском языке. Название программ на русском языке. Надпись система на русском языке. Надпись показать все скрытые значки. Вот. Иконка безопасное извлечение устройства дисков. Вот. Я просто вам показываю, что языковой пакет в систему русский на эту версию Windows установить все-таки можно. Контекстное меню на русском языке. И как вы можете заметить, проводник Windows тоже перевелся спокойно на русский язык. Русская раскладка клавиатуры, русский язык. И, кстати, чтобы тут раскладку переключить, надо нажать на кнопки Windows и пробел, то есть Win пробел. Хотя можно в настройках потом сделать так, чтобы на Shift-Alt. Я, например, привык уже на Shift и Alt. Ой, а это что запустилось? А, это диспетчер задач запустился. Ну ладно, давайте его закроем. Вы тоже можете сейчас заметить, он тоже на русском языке. Вот такая вот у нас Windows 11 LTS версии. Как она будет развиваться дальше, мы узнаем со временем. Надо просто подождать, когда выйдет уже официальная RTM версия.
Даже если вы загуглите Windows 11 LTS, то на большинстве информационных порталов будет указываться, что это Insider Preview сборка. То есть это еще пока не RTM версия. Хотя многие компании могут уже спокойно ее сейчас установить и протестировать, и посмотреть, как же здесь будет работать софт, который необходим различным компаниям. А так, она очень много во всем схожа с Windows 10 LTS, и в принципе, таких более сильных отличий от обычной Windows 11 я лично не увидел. А если вы что-то заметили, можете об этом смелее написать в комментариях. Ну а на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на меня в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мои Play и Live каналы. И конечно же не забудь поддержать канал по вашему желанию. Все ссылочки в описании под этим видео. Windows 11 LTS у нас уходит в спящий режим. Ну и в принципе ей можно, она это заслужила, потому что она работала стабильно и без багов. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.